Всем приветик, добро пожаловать на мой канал и спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я хотел показать или дать вам идею, как я делаю плов. Я знаю, что многие будут ругать меня, скажут, это не настоящий плов и все такое, но простите, я самоучка, я делаю то, как я видел, и немножко по-другому решил сделать тоже. Плов делают в больших казанах, как вы знаете, и до готовности. Но я буду делать два этапа. Я буду жарить все на сковородке, а потом я поставлю скороварку, и она там будет с рисом, она будет вариться под давлением. Так что, может быть, это новая идея, что-то для вас. Ну, посмотрите, может быть, вам понравится и не будет так очень скучно. Итак, в первую очередь я поставлю немного масла в сковородку. Таким образом. И поставлю огонь, и пусть оно у нас нагревается потихонечку. Тем временем я взял пачку стейков баранины. Здесь 300 грамм. Это у нас австралийские продавались. Передачи очень хорошие, вкусненькие. Так что я решил их пользоваться для плова. Сейчас я их порежу мелкими кусочками и брошу туда на сковородку. Из овощей также я пользуюсь морковкой. Морковку я уже протер через терку. Я взял две большие морковки. Я нарезаю такими кусочками. Не очень мелкие, не очень большие. Между средним и мелким, скажем так. Здесь костей нету, немножко жира, мяса. Я если покупаю мясо, я предпочитаю без всяких костей, потому что у меня есть господа, которые не любят кости в этом доме. Так. И теперь все это мясо мы ложим сюда на сковородку, пускай потихоньку жарится. Тем временем я беру лук и порежу лук. Тоже не очень мелко. Смотрим, как у нас мясо жарится. И теперь я туда кину наш лук. Морковку я уже пропустил через терку. Есть две морковки. Немножко поджарится там у нас на сковородке, тогда я добавлю эту морковку тоже. Тем временем я возьму... Я нашел один перец красный, он уже начинает сохнуть в холодильнике, но перец еще хороший, так что я его использую. Я уверен, что в каждом доме такое творится, когда вы покупаете продукты, они в холодильнике, вы забываете, а потом, когда вы один день готовите, то как подарок, сюрприз находите. То, что у меня с перцем получилось. Как красиво румянится. Сейчас у нас еще подрумянится, и я добавлю туда морковку. Так, перец я порезал. Теперь я порежу наши помидоры. О, красиво становится. Perfect. Поджаривается, так что теперь я брошу туда морковку. Газ мы увеличим. Я взял 4 маленьких головки чеснока, тоже добавлю, я их в последнюю очередь туда добавлю. Рис я тоже промыл, так что рис теперь ждет своего череда.
немножко я подсолю сейчас. Поперчу. Все жарится. Хорошо. Теперь я думаю, что пора нам сюда бросить наши помидоры и с перцем. Так. И я добавлю томатной пасты. Я думаю, что здесь 1 столовая ложка получилась. Теперь я порежу мелко наш чеснок. Я очень крышить чеснок не буду, а просто мелко подрежу. И теперь я брошу чеснок сюда тоже. Прожаривается. Честно скажу, мне никто не готовил, как делать плов. Это я то, что я сам смотрел и потом сам решил делать. Так что я скажу, что не ругайте и не говорите, что это не плов. Это я знаю, это моя импровизация. Потому что я делаю плов блюдо делаю 2 этапа. Вначале на сковородке, а потом уже в скороварке с рисом. Так, все, что у нас на сковородке, все пережарилось. Теперь я беру нашу скороварку и все сюда, рис ложим в скороварку. Рис уже у меня промытый. Теперь я добавлю немножко воды. Все, что здесь у меня жарилось, я пересыпаю в скороварку. Вот так я все положил в скороварку. Теперь я добавлю пару горошков душистого перца туда. Я добавлю 2 лавровых листа, немножко изюму. Еще немножко, совсем немножко подсолю на глаз. Так. Сейчас порежу зеленый лук. Таким образом. И вы знаете, я добавляю сразу же чеснок, петрушку с укропом тоже. Я знаю, что скажут, что, наверное, я неправильно делаю, но дело в том, что в скороварке здесь не будет возможности открыть и потом в конце добавить всю зелень. Потому что это все программировано. Потому что сейчас я включу сковородку, эту поставлю на программу, и она будет само готовиться. И когда уже приготовится, она просигналит, и все. Очень удобно и быстро. Так, теперь мы сейчас накроем. Так, перед тем как накрывать, покажу, что у нас здесь внутри. Все это мы туда положили. Так, и теперь накрываем. Включаем. И ставим на программу. И все. И оно теперь будет само вариться и готовиться. Так что встретимся, когда все это приготовится. Итак, посмотрите, какая красота у меня получилась сегодня. Это моя версия плова, которых я делал 2 этапа. В общем, эта версия плова я сделал 2 этапа. Первый этап я сделал на сковородке, как вы видели. Второй этап был в скороварке под давлением. Там заняло только 20 минут. Как все это мне сварилось, я все перемешал. И такая красота у нас получилась. Сейчас я проверю. Запах неимоверно
вкусный, запахи, аромы прекрасные от этого, аппетитные. Я знаю, многие будут меня ругать, сказать, что это не плов, так плов не делается, но всегда можно экспериментировать, всегда что-то можно пытаться. Главное, что результат какой у меня получился. Вкусный и красиво выглядит. Так что я, может, вам дал идею. Я вам скажу, что если вы хотите, попробуйте, вы не пожалеете. Это очень-очень вкусно. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Желаю вам самого-самого наилучшего. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы подпишетесь, вы меня поддержите таким способом, и я буду очень признателен вашей подписке. Берегите себя, своих близких. А самое главное, до новых встреч. Пока-пока. И приятного вам аппетита.